12 июля, утро, 6:06. Короче, я проснулся уже, малая еще никак не может собрать раму, все никак не встанет. Короче, мы уже там, где мы спали, ушли с этого места. Короче, в другом сейчас находимся, возле туалета. Пошли, сходили в туалет, и малая залипла. Он сидит в позе шкиркозябра и дрыхнет. Я не знаю, как она может так спать. Короче, в общем, я сделал небольшую зарядку, потому что реально начал замерзать. Таяна в наших накидках, которые для пляжа мы купили, пригодились они нам, и спали мы на них, короче, и укрываемся ими сейчас, потому что утром что-то холодно стало, хоть температура и не менялась в аэропорту, но организм замерз. Короче, такое себе приключение, честно говоря. Все рыбные места мягкие позанимали. И, в общем, спали как попало. То там, то сям. То в маке, то на полу вообще, за какими-то этими ларечками такими. Ну, там тепло и тихо. В общем-то, никто не ходит. И нормально, кстати. Я 2 часа придавил, а то и 3, наверное, без проблем. Вот, ну ребенок, конечно, горе натерпелся. В общем, глупая была, видать, изначально идея. Надо было хотя бы больше узнать о том, как вообще в этих аэропортах ночуют. Ну, людей просто до хрена, я не знаю, 100 человек точно тут спала, и в разных позах, в разных местах. Как бы это, я так понимаю, здесь нормальная практика, и людей видно, что вообще шарящие есть за это, знают, где место занять. Короче, такое. В общем, сейчас как-то буду ее будить и потихоньку будем ехать. 9:00, малая уничтожила очередной мак. Сейчас побежала в туалет, и вроде будем выдвигаться. Блин, короче, как-то там буду раздупляться с этими билетами. Я их раньше не покупал. Первый раз буду, и такое состояние, конечно, у меня не очень, чтобы разбираться с этими вещами. Ну, как-то будем пробовать. В общем, немножко у нас сегодня все идет не по плану. Должны были уже там быть, но решили не спешить. Да и ребенок так заснула, что я не хотел ее будить. Думаю, пускай дрыхнет. Но вот она более-менее выспалась, сейчас поела, оживилась. А меня наоборот рубит. Что я спал так, ну, от силы пару часов, если, может, чуть больше. Без 28 вечера. И я абсолютно ничего не снимал за целый день, кроме вот того последнего эпизода из Макдональдса, из аэропорта. В общем, сейчас сделаю небольшой рум-тур здесь, пока малая в туалете. Покажу эту часть комнаты. Вот. И потом уже расскажу, как день прошел. Получается небольшой номер типа студио, что-то, ну, в общем, апартаменты это в апарт-отеле. В общем, здесь у нас 2 кровати, 1 розетка. Здесь какой-то вот такой диван. Тоже там, по-моему, он раздвижной, если я не ошибаюсь. Телек, который нафиг никому не нужен. Кондей. Работает пока неплохо. Вот такой вот столик. И здесь мини-кухня. Значит, 2-конфорочная электроплита. Чайничек. Это какая-то кофемашина Tassimo. Ну, соответственно, мойка. Холодос нормальный такой. В общем, что-то тут по посуде есть. Самое необходимое, каких-то пару кастрюлек, сковорода. Такая еще более-менее. Вот этот вот тостер стрёмный. Значит, здесь что, вытяжка, микроволновка. Здесь вот такая вот базовая посуда. Соответственно, такая же фигня и здесь базовая. Вот в этом шкафчике есть сейф, дополнительно за него платишь, чтобы тебе дали ключ. Вот. А так просто бесполезный ящик же, соответственно. И получается, что здесь сдвижной балкон такой. Ну как, он не балкон, по сути, это просто сушить может купальники. Здесь я вижу, люди вешают вон полотенца и так далее. Там бассейн во дворе, небольшой, красивый. Не знаю, будем мы ходить в него, не будем, скорее всего нет. Мне совершенно эти бассейны уже не интересны, надоели они мне. Хотя, может, разок искупнемся. Малая тоже особого энтузиазма не выразила. Ну, здесь тоже такой уже балкончик, только открывной. Вот, вид там на улицу. Вот это вот наша улочка, она идет к Меркадоне, по-моему, туда.
короче, метрах в 100 Меркадона, огромные супермаркеты, и там еще дальше тоже не маленькая Алди, поэтому с продуктами проблем здесь не будет. Ну, сейчас покажу ванную. Так, ванна самая простая, унитаз, окно, биде, куча всякого хлама уже нашего, то, что стирать нужно. Ну, такая раковина. И ванная, это, конечно, пипец. Я уже забыл, что это такое. Хоть ее наполнять и будет интересно лейкой. Ну, как-то разберусь и обязательно ванну тут приму. Ну и все, собственно. Вот такой вот небольшой номер. Ладно, буду собираться в супермаркет и, наверное, потом расскажу, как прошел день. Немножко о вечерней Карелии. Значит, в двух словах, что у нас там получилось сегодня. Если вкратце говорить, то всему виной плохая подготовка. И моя где-то усталость общая. Ну и болезнь, конечно же. Без боррелий не обошлось, наверное. В общем, ситуация в чем? Мы, когда ехали и думали ночевать в аэропорту, не представляли, что это такое. Ну, вернее, ребенок там, понятно, что что-то себе, может, и воображало, но не то, что было. А я, допустим, думал, что мы там будем чуть ли не одни такие, и как бы будет в этом плане все просто и понятно. Но оказалось так, что нас там было человек 100, и все хорошие места люди очень быстро, оперативно занимают. Соответственно, мы уже лучшее из худшего выбрали. Но если бы готовился лучше, я бы почитал, что это, как это выглядит. И ну, именно в этом аэропорту какие особенности. Там даже чат GPT помогает это найти. Он читает Reddit и всякие форумы и так далее. И может рассказать, что к чему там. Вот. Значит, а нерешительность еще моя в чем сыграла? В том, что когда я утром сказал малой, поехали, как и планировали в этот, ну, уже в Карелию с утра. Она сказала, да, блин, что там, все равно же заселение в обед, давай, в общем, не будем торопиться и так далее. Ну, и я, дурачок, повелся. Она так сладко засыпала, где только не сядет, я решил, ну, окей, пускай высыпается. Ну, и в итоге, когда мы собрались ехать, вот там после последнего моего аэропортового включения, я уже такой... Думаю, окей, поехали, короче, что-то я к вечеру путаюсь. Поехали, выходим на остановку R2 Nord, а там народу, во-первых, человек тоже 100, во-вторых, не приезжает вовремя поезд первый, потом не приезжает вовремя поезд второй. И только третий, слава богу, приехал. В итоге мы на этот третий запрыгнули и поехали до Барсы. Пересели там на этот пригородную электричку, которая уже сюда ехала, и офигели. То есть сесть там нереально. Стояла полдороги малая, полчаса, наверное, точно, пока там удалось ей место как-то выцепить. Народу очень много. Едут молодняк купаться сюда же в Карелию на пляже. Ну, в Карелия, короче, все пригородные вот эти городки маленькие. Там с зонтами, со стулками, с чем угодно. В общем, народу просто дофига местных и еще столько же туристов. В общем, было очень тяжело добраться. Это еще жара, как бы парит на дождь, вот такое. Ну, с горем пополам мы доехали, все-таки заселились. Если так резюмировать, то я очень доволен тем, как вела себя малая. То есть она не ныла, не скулила. Где садилась, там засыпала, допустим. Где не хотела спать, никаких предъяв там и еще чего-то там не делала. Короче, адаптировалась к ситуации очень четко. Я потом с ним поговорил, говорю, ну вот, ну уже вечером, когда шел за продуктами, говорю, малая, а как ты вообще вот себе эту ночевку представляла? Ну, говорю, давай итоги дня, типа, небольшие подведем, как ты это себе представляла? Она говорит, ну, типа, приблизительно так и представляла, что будем на жестком кресле где-то сидеть, спать и все такое. Говорит, что на полу я, конечно, не думала, ну, типа, оно лучше, чем на кресле оказалось. Ну, то есть она адекватно все восприняла, для нее это никакой не шок, и она даже, скажем так, морально к этому сначала была готова. Поэтому я очень рад этой ситуации, как бы, и к ее поведению вдвойне. Ну, вот так. Надеюсь, здесь мы хорошо проведем время.
малая была впечатлена городом, ей сразу понравилась сувенирная улица с магазинами там анимешными всякими, короче, ну, фановская вот эта фигня анимешная, там несколько магазинов, плюс так, в принципе, сувениры. И мы сразу же с вокзала пришли по этой улице, она в захвате, все, типа, четко, вот это купим, это сделаем, там, туда-сюда. Короче, забыла о всех тяготах уже буквально по приезду. Она, кстати, и спать не ложилась, это я только там задрых на пару часов вырубился. В общем, как-то так. Ладно, пойду ложиться уже, наверное, сколько? 12 час. В общем, до завтра, пока.